Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поделимся с вами самой актуальной информацией на 21 февраля. Поговорим о том, что обязательно нужно сделать в этот день, почему в этот день нельзя ни в коем случае выносить эти вещи, предметы из своего дома. Также с вами проведем простую практику на привлечение денежного потока в свою жизнь и, как всегда, уделим внимание народным приметам и народному календарю. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Всем приятного просмотра! Сегодня, друзья, 21 февраля проходит православный день памяти святого Захария и народный праздник, который называется Захар Серповидец. И с этого дня уже потихоньку начинался период подготовки к весенне-летним трудам. Наши предки готовили инструменты для себя, проверяли их на прочность, где-то подлатать нужно было дырки. В этот день было принято точить ножи, чтобы привлечь благополучие на весь год. Серп обязательно наши предки показывали месяцу, и также кропили священной водой и просили хорошего урожая на весь год, чтобы летом ни в коем случае не было засухи. Люди верили в то, что если Захарий увидит, что за серпом не следят, не обрабатывают и не выравнивают его, то в этом году могут возникнуть проблемы во время уборки урожая или вовсе год будет неурожайным. Если 21 февраля луна была красного цвета, да еще и крупная, значит нужно было готовиться к потеплению. Зима скоро закончится, если на улице было морозно. А весна начнется с тепла, если последняя неделя февраля будет холодная. В курятнике птицы сильно возмущаются, то это значило, что к сильному снегу. Гуси решили искупаться в снежном покрове, такой знак нам говорит о приходе тепла. То же самое, если собака решила в снегу поваляться. А вот если пес нервничает, ожидайте метель. В этот день женщины готовили кутю и блины для своих мужчин, чтоб те не забывали о них, а пища была приворотная. Сегодня не стоит и готовить данные блюда, потому что ведь могут завязаться новые интересные знакомства. Появляются новые увлечения, которые будут иметь долгосрочные романтические отношения, а легкие и поверхностные связи обретают сегодня глубину. Через доверие друг к другу вы достигнете гармонии с любимым человеком. Сейчас не время для ревности и сомнений. Дорожите чувствами близких людей и старайтесь оправдать хорошее отношение к себе. Говорите любимым комплименты, назначайте встречи, не отказывайтесь и от романтических свиданий. Сегодня еще день идеально подходит для свадеб и других такого рода гуляний. Не упустите возможность кого-то окольцевать. А вот сны, приснившиеся в ночь на Захария, обладают особенной энергетикой, и зачастую они вещи. Поэтому внимательно постарайтесь запомнить детали увиденного. Они подскажут вам в решении дальнейших вопросов. Откажитесь сегодня от вспыльчивости и агрессии. Сегодня вам легко даются новые знания, поэтому воспользуйтесь моментом и окунитесь в ту науку, куда раньше вам, возможно, было страшно заглядывать. Образование сегодня – это ключ к выгодным деловым предложениям и лучшим условиям труда и более высокой зарплате. Изучение нового и повышение квалификации позволит расширить карьерные перспективы и возможности. Очень пойдет на пользу сделать сегодня хоть какую-то мелочь, которая ведет к своей мечте. 21 февраля, как правило, рождались люди, которые в дальнейшем могли с легкостью стать пророками. Таким людям часто встречаются и вещи и ситуации. Такие люди отличаются умственными способностями и своим психическим состоянием. Чаще всего такие особы видят себя в качестве музыкантов, поэтов или художников.
Такие люди выступают посредниками между божественными и сверхъестественными силами. День ангела 21 февраля отмечают Андрей, Александра, Петр, Сергей и Федор. Не рекомендуется сегодня посещение у стоматолога. Ничего хорошим не закончится, а вы просто потратите деньги на консультацию и осмотр. Если процедура произойдет, то все это закончится в дальнейшем, к сожалению, неудачным лечением. Поэтому перенесите свой поход на другой день. Спешка будет ни к чему. Тем более потом еще вам придется все переделывать. В наше время зубы – это не дешевое удовольствие, поэтому лучше прислушайтесь к совету и близким передайте, чтобы они не попали в эту ловушку. Не завидуйте сегодня окружающим, их успехам в работе, в личной жизни или их благосостоянию. В результате вы можете получить негативный отклик или пинок от судьбы. Самое смешное, что и вы, и человек, которому вы позавидовали в этот день, вы вместе можете получить пинок от судьбы. Поэтому это время лучше всего подходит для отдыха и для того, чтобы поразмыслить о чем-нибудь приятном. В этот день следует уделить внимание своему организму и не нагружать его сверх меры интеллектуальным трудом. Не переоценивайте возможности своего организма. Сократите нагрузки, избегайте обязательно переутомления. В рацион постарайтесь включить фрукты, желательно желтые и оранжевые, а также свежевыжатые соки. Вечером не забудьте пойти в спортивный зал, в плавательный бассейн, прогуляться по парку или на свежем воздухе. Вечер сегодня обещает быть активным. Период сегодняшний располагает к веселью и развлечениям, но постарайтесь не растратить все свои деньги. В долг сейчас лучше не брать. Также не поднимайте деньги, которые встретились вам на пути. Не вкладывайте сегодня и большие суммы, и не совершайте дорогие покупки, потому что сегодня высокий риск быть обманутыми. Подойдите к этому вопросу с ответственностью. Оставьте этот день для размышлений. Объясните второму человеку, что вы не хотите принимать решения так быстро и вам нужно обдумать все предложения. Сегодня нельзя и пить сырую воду, могут возникнуть проблемы с желудком. Хорошим решением будет установка фильтра для воды на кухне или, как вариант, доставка очищенной воды. Сейчас это не та сумма денег, которую вы можете сэкономить. Помните, это сегодня ваш комфорт и организм, а здесь нельзя экономить. Тем самым свежая и вкусная вода всегда будет у вас под рукой, и не нужно будет кипятить чайник, а после еще час ждать, пока вода остынет. Вы знаете, рыбаки сегодня, 21 февраля, не выходили на улов, так как знали, что в этот день рыба в пруду, просто ее не словить. Результата не будет и будет потрачено зря время. Поэтому посвятить это время уборке в гараже. Как раз можно спрятать лопату для уборки снега или поубираться на полках. И также, если есть машина, то и заодно помыть машину. Также, друзья, 21 февраля ни в коем случае не дарите и не выкидывайте свои личные вещи, а также вещи и предметы из вашего дома, потому что вы таким образом своими руками обеспечите именно отток энергии из вашего дома. И, конечно же, придет упадок сил, и это может привести к плохим последствиям, поэтому постарайтесь в этот период совершить какое-то маленькое доброе дело. Возможно, помочь какой-то бабушке. Возьмите 21 февраля, обязательно покормите птичек на улице или что-то сделайте для своего друга, знакомого. И вот такая вот просьба, она отразится в будущем, знаете, как дополнительная поддержка или плюс к вашей карме. И, конечно же, сегодня постарайтесь в течение всего дня, 21 февраля, произносить одну фразу. Эту фразу удобно как вслух, так же и про себя говорить. И эти слова помогут вам сформировать позитивный внутренний настрой и энергетический посыл.
Для того, чтобы в вашу жизнь приходили денежки, приходили денежные потоки. Это очень важно, что в вашу жизнь приходило финансовое благополучие и достаток. А, друзья, следующие. Итак, 21 февраля в понедельник говорите следующее. Я денежный магнит, мой кошелек деньгам забит, мои счета в банках процветают, и деньги ко мне все прибывают. Деньги приходят ко мне постоянно, мы для друг друга всегда желанны. Деньги выбирают новые пути, деньги знают, как мне дойти. Старайтесь как можно чаще эти слова произносить. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 21 февраля 2022 года. По лунному календарю нас с вами ожидает 20 и 21 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Скорпион. Сегодня очень серьезный и интересный день. Сегодня вы можете совершить невозможное. Время сегодня и духовного преображения, и преодоления сомнений. Приготовьтесь к тому, что этот день будет насыщен энергией, и она несет в себе созидательное, а не разрушительное начало. Как изначально многим людям это покажется. Если вы сумеете правильно ею воспользоваться, обернуть увеличившиеся силы себе же на пользу, в вашей жизни вскоре могут произойти события, которые станут очень значимыми. Не бойтесь сегодня быть активными и проявлять инициативу. Это обернется только хорошими результатами и успехом в любом деле. В целом энергетика этого дня способна раскрыть человеку глаза на многие вещи, которые он раньше не понимал. Мир может открыться для него совершенно с иной стороны. В результате могут измениться планы на будущее и образ мыслей. К этому всему можно прийти только через понимание своих прошлых поступков и ошибок, через их исправление. Только так человек сможет почувствовать в себе силы идти дальше, внутреннюю чистоту, возможность что-то решать и что-то предпринимать. Сегодняшний день, 21 февраля, достаточно благоприятен как для бизнеса, так и для общения, а также для домашних дел и даже переезда. Что же касательно стрижки, то стрижка в этот день, для стрижки этот день совсем не подходит. Волосы потеряют вид и будут тусклыми и безжизненными, а прическа окажется скучной и неинтересной. Поэтому не тратьте свое время ни на укладки, ни на прически. Они вам все равно не понравятся. Даже выбрав одну из них, через несколько минут вы поймете, что она вам совершенно не к лицу. Это можно легко таким самым образом испортить себе настроение. Очень плохое влияние на здоровье волос окажет все, что будет изменять их структуру. А это ламинирование, химическая завивка и кератиновое выпрямление. Поэтому перенесите именно эти процедуры на более удачный день для этих процедур. Более того, все манипуляции с волосами скажутся негативно и на здоровье, на карме, и на отношениях с близкими. Оставьте свои волосы в покое, и вы увидите, что этот день очень хороший. Волосы сегодня лучше не окрашивайте, чтобы не навредить своим делам и не испортить настроение. Волосы расчешите в направлении каждой части света. Этот жест привлечет максимум природной энергии и приблизит вас к самоанализу и рефлексии. Также сегодня, 21 февраля, зависть и недоброжелательность способны навредить вам, поэтому сегодня и усмирите гордыню. Сегодня не стоит пользоваться духами, а также выбирать духи. День не рекомендуется для работы с запахами. Выбирая духи, вы не найдете для себя что-то полезного и важного.